айфоны. Они уже выходят каждый год. И меняется в них практически нихуя. А в iPhone 15 добавили из нужного только Type-C. А на титановый корпус большинству так без разницы, вы не представляете. В 14-м айфоне добавили островок, который был реально хорошим и удобным. Но как им нормально пользоваться, на моей памяти так до сих пор и не понял. В 13-м айфоне изменили расположение камер. Гениальные изменения, я похлопаю вам. Как вы поняли, после iPhone X что-то хорошего, не добавляли. Но вот он у нас. Презентация iPhone 16, который должен изменить наше мировоззрение по отношению к Apple. И он... О, параша. В нем поменяли опять нахождение камер, которая точь-в-точь как на iPhone 10. Фига себе обновление. Ну все, я иду его покупать уже. Еще iPhone 16 и iPhone 16 Plus получен сенсорную кнопку и новое стекло на 50% прочнее, чем iPhone 15. Спасибо, конечно, за стекло, но сенсорная кнопка, которую уже добавляли давным-давно в айфонах, плюсом она уже была в Poco X-Ray NFC, ну, как будто вы чуть-чуть опоздали. Ну, подождите, вы сейчас не представляете, они добавили нейронку. Apple Intelligence, я в рот манал, как это произносится, частично выйдет вместе с iOS 18.1 в октябре этого года. Ой, блин, я перешел на iOS, извините. Ой, извините, простите меня, пожалуйста, я просто все-таки сам пользуюсь айфоном, ну... Сами понимаете, iOS все-таки не интереснее, чем новый iPhone. Вау, вы добавили новую камеру! Да вы заебали уже обновлять эту камеру из года в год, из года в год, из года в год. Хватит! Вы что, хотите, чтобы у вас была не камера, а, блин, видеокамера? 28К качества? Я не понимаю. Встречаем реальные цвета новых iPhone 16 и 16 Plus. Два размера, 6,1 и 6,7 дюймов. Цвета класс. Всегда хотел ходить с розовым айфоном, чтобы меня отпиздили где-нибудь за гаражами и его отобрали. Спасибо. Новый контроль камер, который будет невозможно как-то нормально пользоваться для пухлых людей. Мы вообще-то живем в современном обществе, Apple, ну, исправляйте. Ура! Мы теперь можем также играть в новые AAA игры, как на 15-м, только у нас теперь не 15 FPS, а 20. Спасибо, Apple! Добавили еще больше батарею, что пока я заряжал, я вообще взорвался на... Так еще и новый процессор, который изменился или как-то... нет, конечно. Ну, а что там iPhone 16 Pro? Ну, вы прикиньте, добавили анимации. И, конечно же, вернули расположение камер, как у старых айфонов. Зачем тогда было вообще изменять? Новый дизайн, который полное дерьмо. Он ничем практически не отличается от iPhone 15 Pro. Титан, который кому-то реально нужен. Все вроде понимаете, что вы просто нацепите какой-то уебанский чехол и будете ходить с ним, алло. Так, ладно, шутки шутками. Если вы покупали iPhone 11, тогда iPhone 16 это хорошее предложение, чтобы купить новый телефон. Но если у вас был iPhone 15, смысла покупать iPhone 16 у вас нету. Они практически ничем не отличаются. Это логично. Вы просто будете платить за новую оверпрайс парашу. Вы, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все мои соцсети, подписывайтесь на ТГшку, на Twitch. Ну, а я пошел жрать морковки и играть в игры. Всем удачи!